Привет, малыш! Сегодня я расскажу тебе о соусе, который ты должен знать. Называется он demi-glace, и это основа из основ в современной кулинарии. Это такой своеобразный кирпичик, на котором строится очень много блюд, и кроме блюд этот соус является основой для других соусов. Но кроме понтовитой французской кухни достаточно просто добавить demi-glace в жареную картошку, и это будет абсолютно другое блюдо. Его часто любят добавлять в пюре, и вообще с картохой он заходит очень офигительно. Кроме всего прочего, этот соус является естественным усилителем вкуса. Абсолютно любое блюдо становится намного вкуснее, ну и, соответственно, к мясу он сидит просто максимально круто. Самое крутое в этом соусе, что его может приготовить абсолютно любой рукожоп, потому что как такового рецепта нет. Сегодня я тебе покажу, как его приготовить фактически за один день, но он может готовиться 3 дня, он может готовиться неделю. Чем дольше ты его готовишь, тем он становится вкуснее. Итак, нам понадобятся звериные кости с коллагеном. Чаще всего, честно говоря, используются телячьи кости. Я готовила demi-glace и на овце, и на козлятине, и на говядине. Абсолютно все хорошо зашло. Если у тебя есть мозг, и ты умеешь им пользоваться, то можешь изначально запланировать конечный результат и подобрать правильные кости и правильные вкусы для своего demi-glace. Смотри, для начала нужно взять дофигища костей. Я брала одну козлячью ногу и брала 2 больших говяжьих ребра. Нам нужно достать сахар из кости, поэтому мы кости опекаем в духовке, но главное здесь не спалить кости. То есть фактически на 180 градусов 1 часа достаточно. Если ты спалишь кости, тогда получишь горький привкус. А вот чем больше ты спалишь овощи в этом соусе, тем будет более насыщенный коричневый темный цвет. Овощи можешь использовать абсолютно любые, но там должна быть основа: лук, селер, морковь и корень петрушки. Дальше в соусе должны присутствовать томаты. Они могут быть в качестве томатной пасты, либо в виде свежих помидор. Шампиньоны, баклажаны, все можешь туда закидывать абсолютно спокойно. Овощи обжаривай в растительном масле, прям можешь обжаривать это все дело в кастрюле, потом туда фигачишь уже выпеченные кости, заливаешь это все водой и варишь около 8 часов. Чем дольше, тем лучше. Если будешь добавлять вино, то его нужно добавлять сухим во время жарки овощей и выпаривать. После 8 часов мы достаем труху, отдаем ее слугам и оставляем эту всю тему вывариваться еще приблизительно в половину. После остывания соус застынет как холодец и готов к употреблению.